Что случилось, Степан? Чики-врики! Чик-чирик! Опа! О! Друзья, всем привет! Вы на канале Лео Джирап и меня зовут Лео. Сегодня у нас подробный макроразбор моего любимчика Glassworks Zane, а также новинки от российского производителя Pro AIM Titan. Данный ролик будет интересен всем, не только тем, кто проживает в России, потому что, во-первых, здесь будет гораздо больше моих помощников, а во-вторых, я введу гораздо больше тестов и испытаний ковриков, чтобы показать вам, как один и тот же коврик по результатам тестов может оказаться как самым быстрым, так и вполне себе середняком. Титан у нас рекламируется как полный аналог Зейна, но в 2 раза дешевле. Так ли это на самом деле? Давайте выясним. И с распаковкой Glassworks Zane мне будет помогать мой опытный специалист Бета. Коробка у Zane очень плотная и качественная, крепится, между прочим, на магнитах. Внутри пад в плотной упаковке, благодарственная карточка, тряпка довольно неплохая и глайды, которые мне, честно говоря, не особо зашли. Сначала они быстрые, но затем становятся довольно-таки контрольными. Моральную поддержку при распаковке Pro AIM Titan мне оказывал мой главный специалист Форест. Картон у коробки Pro AIM Titan менее плотный, крепление не на магнитах, внутри лежит пад без всякого пакетика и чудесного размера тряпочка. Размеры у падов идентичные, 420 на 490. Принт Зейна очень яркий, с фиолетовым, одним из моих любимых цветов. Принт Титана может вызывать легкий вздох возмущения у Tokusai и Glassworks, но оставим эти юридические тонкости в стороне. Мне, разумеется, такой строгий принт очень сильно нравится. Это именно то, чего очень сильно не хватает на рынке. Обработка углов у обоих падов очень хорошая, а у Зейна все-таки лучше. У Зейна здесь гладкая грань, практически не ощущающаяся как какая-то острая, а у Титана все-таки вы ощущаете ребрышки, перепады. Вот. Но тем не менее все равно намного лучше, чем у многих старых падов. Можно сказать, что зачет. У Титана заявлена толщина 2,5 мм. На самом деле, как я не старался сжимать толщемер, у меня не получилось меньше 3. А у Зейна это значение 2,7. Кажется немного, на самом деле ощущается. Мышку вот отсюда сюда уже довольно проблемно передвинуть, и рукой этот пад ощущается, а этот практически нет. Все-таки обработка углов плюс меньше толщина роляет. Но не это главная проблема Титана. У Титана ощутимая проблема в том, что подложка Зейна это... Да, мы можем, конечно, постараться под сильным нажимом его немножко сдвинуть, но в игре мы не сдвинем его никогда. А вот Титан, несмотря на то, что большую часть времени в игре его подложка проблем не заставляет, но его можно двигать прям вот так. 2 пальчика, без нажима, пожалуйста. Чем это вызвано? Этот пад меня довольно сильно удивил. Я впервые встречаю, что абсолютно каждый уголок у него немножко приподнят. Этот пад, такое ощущение, что он вот здесь вот ровный, а на углах начинает подниматься. И такая ситуация встречается у многих. Я читал, реально у многих этот пад кривоват. Поэтому за сочетание цена-качество вы получаете лотерейный билетик. Вперед, господа! Кому как повезет. Долгое время Glassworks Zane был моим бессменным мейном, и только дисфория Сая смогла его подвинуть с пьедестала. Но несмотря на это, у меня нет ни малейшего желания от него избавляться, потому что это уникальный пад, который практически вас не замедляет, обладает ощутимой, но бархатной текстурой, и на нем просто очень-очень приятно играть. К тому же он до сих пор в лидерах практически во всех дроп-тестах, так что моя любовь к нему вполне объяснима. Итак, как мы уже не раз обсуждали, наш Zane имеет относительно крупное зерно. Высота перепадов между зернами здесь минимальная. Выше, чем у Сая, но все-таки небольшая. И мы знаем от производителя, что Zane это пад с покрытием. В итоге мы получаем очень быстрый глайд. Хорошее ощущение текстуры, помогающее нам тактильно. И возможность от легкого замедления в пад, но мы в него точно не закопаемся. Он очень комфортный в любых видах АИМа. Трекинг, фликинг, реактивность, в меру абразивный. Во всех сценариях, где бы я его не использовал, он показывает себя просто отлично. Но что же там у Титана?
Первые мои сообщения другу были: слушай, это правда очень сильно похоже на Glassworks Zane. Они лежат у меня рядом, и я практически не чувствую никакой разницы. Разве что Титан кажется чуть-чуть более текстурным, абразивным. Я специально не полез сразу смотреть макрофотографии, чтобы не быть предвзятым. Но после пары часов игры я стал кое-что замечать. Итак, первое, что я стал ощущать, Титан более абразивный. Первое время мне показалось, что их текстура идентичная, но довольно быстро начинаешь замечать, что все-таки, я думаю, вы даже визуально видите, все-таки качество видео у меня высокое. Если вы смотрите в низком, то советую все-таки выставить 4К. И по отблескам света вы увидите, что здесь гораздо-гораздо все более зернистое. Так вот, текстура здесь ощущается сильнее. Она ни в коем случае не режет руку, все еще можно сказать бархатная, но точно более грубая. Если Дисфория Рин я назвал стеклянным Хаят Отсу, то Титан это по данной методике что-то ближе к Артизан Хиен. Разумеется, бархатнее, но все-таки грубее, чем Рин. Почему же так? Ну, давайте наконец-то взглянем на макрофотографии. Я был дико удивлен. Это уже даже не зерно, это какие-то огромные кирпичи. Высота перепадов тут меньше, чем на Фантоме, но больше, чем на Зейне. Из этого следует второе. Без нажима он чуть быстрее Зейна. Если мы будем просто без нажима катать мышку, то на Титане это будет просто каток. Это очень быстрый пад без нажима. Зейн тоже, но Титан еще быстрее. Самое время вставить саунд-тесты. Друзья, если вы обратите внимание, то заметите, что во многих обзорах дроп-тесты проводятся под очень малым углом, около 15 градусов. Поэтому сегодня я хочу показать вам такой тест на этом канале. Уже через мгновение я вам постараюсь объяснить, почему считаю данный дроп-тест немножко липовым, но да, ваши глаза вас не обманывают. Вот здесь мы действительно видим, что Рин может быть быстрее Саю, а новый Pro Aim Titan быстрее всех. Но как же так, Лео? Ты же говорил нам, что Сай и Зейн быстрее, чем Рин. Почему она обгоняет их обоих? Друзья, ответьте мне на один вопрос. Как часто вы прицеливаетесь во врага, пиная мышку пальцем по ковру? Может быть, вы дуете на нее, и так вам проще попадать? Нет, вы кладете на мышку свою руку, и ваша рука весит отнюдь не 10, не 20 и даже не 50 грамм. Если верить нашему искусственному интеллекту, то примерное давление на мышку при фингертип, вот с такой вот маленькой мышкой, хвате составляет около 200 грамм. Если вы переходите на claw grip когтем, то это уже около 350 грамм. А если вы любите полный пальм, чтобы прям вдавиться в мышь, то значения могут быть от полукило вплоть до килограмма. Друзья, я знаю, многие из вас любят показывать, какой их коврик быстрый, раскручивая на нем мышку. Это здорово, зрелищно, но по сути это показывает только одно. Как легко сдвинуть мышку с места без нажима. Без нажима, потому что когда вы ее раскручиваете, вы на нее, соответственно, не нажимаете. В таких условиях Рин действительно оказалась чуть быстрее по тестам, чем Саю. И новый Титан быстрее всех. Но, как я уже и говорил в обзоре на Рин, это ни на что в корне не влияет. И теперь давайте мы прокатим по коврику что-то потяжелее, чем моя тестовая 50-граммовая мышь. И даже под малым углом вы заметите, что результаты теста немножко изменились. Нет, не все. Оба!
Несмотря на то, что это не стопроцентная симуляция нажатия на мышь, все равно вы видите, что результаты тут же очень сильно меняются. Сая сразу занимает свое законное место, и обратите особое внимание, куда у нас откатилась Рин, а также куда у нас поднялся Зейн. Все еще не дотягивает до моих ощущений в реальной игре, но уже очень близко. При нажиме я замедляюсь на нем сильнее. Это не уровень Фантома или Рин, но он замедляется сильнее, чем Зейн. Зейн чуть медленнее стартует, но он меньше замедляется при нажиме. Может быть, если вы будете просто дуть на мышку или двигать ее пальчиком, имитируя дроп-тест под малым углом без давления, в таком случае, да, вот эти коврики, которые выигрывают на малом угле в дроп-тесте, для вас действительно будут самыми быстрыми. Во всех остальных случаях все эти тесты кручением, верчением и дроп-тесты под малым углом, на мой взгляд, являются нерелевантными по отношению к реальному геймплею. Все! Нет, не все. Наголо! Вот так вот! Вот так! И теперь мы проведем дроп-тест под углом 45 градусов, как я делал в прошлом видео. Это все еще довольно далеко от симуляции полноценного нажатия на мышь, но уже очень близко к моим реальным ощущениям. И Титан занимает свое законное третье место, а Зейн его опережает. Я постарался очень схематично изобразить зерно Титана и Сая. У Титана, как видите, точек контакта меньше, поэтому без нажима с него мышка стартует быстрее. Но так как наши глайды сделаны из мягкого материала, то при давлении вы уже начинаете слегка грести мягким материалом по гребням волн зерна. В то время как на Саю это будет минимальное сопротивление. Начинаем наши чарты со скорости без нажима, от самого медленного к самому быстрому. Следующий чарт — скорость под нажимом, от самого медленного к самому быстрому. Далее у нас чарт абразивность тактильная, от самого грубого к самому гладкому. Далее наш чарт по размеру зерна, от самого мелкого к самому крупному. Друзья, приношу свои извинения, наша следующая рубрика «Битва тряпок» не состоится, потому что она только для совершеннолетних. Ну что ж, давайте быстро подытожим плюсы и минусы. Титан. Плюсы. Самый быстрый старт. Нормальный хороший стоп. Приятный абразив. Классный строгий принт. Цена во. Минусы. 3 мм заместо обещанных 2,5. Размер все-таки хотелось бы больше. 500 на 450. Подложка. Показано было уже не раз. И кривоватые углы, которые вместе с подложкой работают на пару. Зейн. Плюсы. Быстрый старт. Хороший стоп. Это еще более приятный абразив. Ярчайшие цвета. Идеальные углы и комплектация. Минусы. Цена. Доступность. Искать теперь только на вторичке. Размер также непонятно, почему нет даже японской версии 500 на 450. Ну и сам принт, несмотря на то, что цвета мне нравятся, именно картинка, она, конечно, на любителя. Друзья, выводы. Что же такое про AIM Titan? Это Зейн? Нет. Это не Зейн, но, тем не менее, во многом он очень сильно похож. Это что-то среднее между Зейном и Рин. У этого коврика без существенного нажима более быстрый старт, чем у Зейна, и даже чем у Сая. Но при этом, чем сильнее вы давите на мышь, тем сильнее на нем будете замедляться, потому что зерно у него гораздо крупнее, и в целом текстура у него грубее. Также он чуть погромче, краешки у него чуть похуже, подложка тоже, но по сочетанию цена-качество, я считаю, это очень достойное предложение, реально. То, что он немножко кривоват, мне играть на нем не мешает. Что делаешь? Играю на своем любимом про AIM Titan. Понятно. А это что? Флой. Друзья, мы очень устали делать этот ролик, но надеемся, что это было не зря. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно пишите комментарии. Мне очень нравится на них отвечать. Ну а на этом у меня сегодня все. Пока.